Мы начинаем видеомост Москва-Вашингтон на тему «Россия-США. Совместные усилия по противодействию террористической угрозе». Видеомост приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Наше мероприятие проводится в канун 6-й годовщины захвата террористами школы в Беслане и 9-й годовщины атаки террористов на башни и Близнецы в Нью-Йорке. С учетом того, что у нас телемост с нашими американскими коллегами, мы будем говорить, наверное, больше о мировых и международных проблемах, связанных с терроризмом, потому что есть, помимо международных причин и общих опасностей, есть еще наши внутренние проблемы, которые добавляют как говорится, добавляет масло в огонь. Мы сейчас их не будем анализировать, наверное, это предмет другого разговора. Что касается терроризма, то, безусловно, это появилась некая новая, совершенно неприемлемая для человечества форма борьбы с конституционной властью. Я рассматриваю терроризм как минимум, главная цель, я вижу в международном терроризме, это все-таки форма борьбы за власть. И, естественно, за капитал, и ничего иного там нет. Конечно, там есть некая идеология. Идеология, она приспосабливается либо под ту или иную религиозную идеологию, либо под националистические и другие экстремистские взгляды. И с помощью этих идеологий, с помощью тех проблем, которые есть в той или иной стране, ведь терроризм возникает, как правило, в тех странах, где есть еще и внутренние определенные условия, вот все это в совокупности нам дает гремучий коктейль, который, к сожалению, в прямом смысле этого слова взрывается и приводит к тяжелым последствиям. Опасность терроризма и то, чем он реально угрожает всем странам, это возможный доступ, возможное получение в распоряжение свое тех технологий, которые и нынешние, и в будущем способны вообще поставить под вопрос судьбу человечества как такового, судьбу цивилизации. И если мы не найдем противоядие всем миром, если мы не поймем, как противодействовать в целом терроризму, если мы действительно не сумеем преодолеть вот те двойные стандарты, которые и привели к формированию вот этого терроризма, ведь давайте говорить, вина Советского Союза и Соединенных Штатов Америки как государств лежит, безусловно, в том числе на создании структур, которые потом переродились в международный терроризм. Безусловно, есть вина наша, и спецслужб в том числе. И вот если мы не найдем выход из этой ситуации, то угроза существования международного терроризма и вообще терроризма как такового, она будет только возрастать. После 11 сентября на территории США не было ни одного террористического акта. Но в то же время теракты происходят в тех странах, где Соединенные Штаты ведут активную борьбу с терроризмом. Почему, с вашей точки зрения, не удается полностью справиться с террористической угрозой? Это не удается сделать, к сожалению, ни России, ни Соединенным Штатам. Я думаю, что здесь есть три компонента, которые имеют значение. Первый очень простой, это география. Мы находимся в конфликте с радикальными исламскими организациями, которые не сильно представлены в западном полушарии. То есть мы боремся с чем-то, что является внешним. И, конечно, есть определенные трения с исламским обществом в Соединенных Штатах, но в основном все это сосредоточено за пределами Соединенных Штатов. Таким образом, наш враг находится где-то вовне. Второй компонент, позвольте мне пояснить, всегда легче нападать, чем защищаться. 11 сентября это была попытка атаковать Соединенные Штаты на собственной территории. Мы, конечно, безусловно, значительно улучшили собственные меры безопасности, все, что находится и сосредоточено в нашей стране. Мы научились надлежащим образом предсказывать и предотвращать те атаки, которые могли бы воспоследовать за 11 сентября. И хочу указать на то, что конфликты, подобные конфликтам в Ираке и в Афганистане, они становятся своего рода фокусом, оказываются в свете внимания, в сфере внимания радикальных группировок. И это
приводит к целому ряду вещей. Наряду с этим следует учитывать то, что и Иран, и Ирак, и Афганистан, они находятся очень близко к территориям, где традиционно Аль-Каида очень активна. С вашей точки зрения, есть ли полное взаимопонимание между Россией и Соединенными Штатами в оценке террористических угроз, и как вообще ведется сотрудничество между Россией и США в борьбе с терроризмом? На сегодняшний момент могу констатировать, что большого или какого-то явного сотрудничества между нами и Соединенными Штатами Америки в этой области практически не существует. Началось сотрудничество после того, что произошло у них 11 сентября, выступал президент Соединенных Штатов и сказал, что да, необходимо сотрудничество. Была создана рабочая группа совместная России и Америки, но, кажется, в этом она и свое существование закончила. Группа создана, но никакой активности, никаких реальных взаимоотношений или реальных событий эта группа не внесла, никаких учений, никаких обмена опытом или что-то совместного не произведено. Единственное, что можно сказать, что в чем существует сотрудничество, и то, мне кажется, под давлением, я думаю, коллега добавит меня, под давлением Совета Безопасности, это сотрудничество в сфере ядерной безопасности. Вот это да, это американцам интересно. Они, естественно, заинтересованы в этом. В основном на сегодняшний момент у нас только более-менее нормальное сотрудничество это со странами СНГ, в которых организованы серьезные взаимодействия, проводятся учения, проводится обмен данными спецслужб и так далее. С американцами, к сожалению, могу констатировать, что ничего реального на сегодняшний момент не существует в сфере именно борьбы с терроризмом. За скобки ставлю борьба с ядерным терроризмом. Настало время миру, мировому сообществу, вот подумать, и по линии спецслужб, может быть, создать даже при ООН какой-то антитеррористический центр, какую-то единую организацию, которая бы вела строгий учет, следила за перемещениями, за передвижениями. И если в какой-то стране признана эта организация террористической, то все остальные государства должны проявить солидарность и относиться к ней соответственно. Если даже не признавать ее террористической, то на свою территорию этих активных деятелей, там, боевиков не допускать. А так получается, мало того, что мы имеем на планете черные дыры, как вот Сомали, граница Афганистана и Пакистана, и другие неконтролируемые территории, анклавы так называемые, непризнанные государства. Вот там как раз и собирается, а потом это мигрирует все по всему миру. Поэтому я, например, уже сейчас вижу и в защиту от ядерного терроризма искать истоки именно в более тесной координации, кооперации в борьбе с терроризмом. Это вот, мне кажется, должно быть стать повесткой дня ближайших вот форумов, ближайших контактов. И тогда действительно и Северная Корея, и Иран не будут выпадать. Если их международная организация признает их программы там, угрожающим безопасности мировому сообществу. Кстати, Россия в последнее время и очень тесно сотрудничает, в том числе и по Ирану. И вот последние резолюции ООН, это же прошли по согласованию между США и Россией. Поэтому здесь у нас вот сейчас, если мы подтянем сотрудничество в борьбе с терроризмом вот на такой международный уровень, и инициаторами будут именно наши два государства, я думаю, Китай нас поддержит, то тогда и более мелкие государства присоединятся, и можно будет единым фронтом вот с этой заразой, с новым вызовом этого нашего столетия, вот, тысячелетия, более эффективно бороться. Не так, как вот до сегодняшнего дня. Как известно, радикальный исламизм порождает исламофобию в общем. Насколько это опасно? Насколько террористы могут использовать исламофобию, чтобы разжигать негативное отношение к классическому, вернее, к умеренному исламу в христианском обществе? И среди атеистов также. Вопрос интересный, я просто не стал добавлять, но вы заметили, что все-таки в мире в основном склоняется к тому, что исламистский терроризм самый страшный. И никуда мы от этого с вами не денемся. И как бы потом от него не отгораживаясь, говорили, что это не то течение, не те взгляды, но для обывателя ислам есть ислам, и они мало разбираются, какие течения, какие взгляды. И в мире уже дошло, и у нас в России, и за рубежом, вы, наверное, замечаете, что человек, входящий в мусульманской одежде с бородой или женщина в хиджабе в автобус, в
самолет вызывает резко негативную реакцию, люди не хотят лететь, ехать и отказывают ей, хотя она ни в чем не виновата. Это приводит к тому, что мы с вами говорим, что не мы виноваты в этом, именно вот эти разные якобы течения приводят к тому, что мир начинает постепенно олицетворять только одно, что исламистский терроризм. А это очень плохо, потому что действительно ислам по себе мирная религия, и это надо признать. Но ее извращение приносит колоссальный вред всему этому движению.